Рад где-то в новостях приветствовать вас читал, на своем канале. а, Дорогие друзья, давайте посмотрим, как дал школьники интервью просто там восьмого или Димаш в девятого класса там Ереване. ученики, они создали какой-то проект, защитились перед компанией Microsoft, выиграли грант на $500 000. И это школьники. Ученики Мгм. 8 класса. Но об этом не везде пишут. В прошлой части Но интервью я если мы хотим смотрел и заметил, в что духовном Димаш плане довольно-таки искренне развивать отвечает на все подрастающее вопросы. поколение правильно, тогда надо говорить о настоящих достижениях, а не просто о каких-то хайповых моментах артистов. Надо говорить о науке, надо говорить о культуре в целом, надо говорить о литературе. Почему-то в современном мире Думает о мире, среди о людях, молодежи не пользуются но популярностью, это например, заслуживает деятели уважения. литературы тоже. Ну, это беда. Мне кажется, это беда. Очень Ну, не интересно только о ваше себе мнение думает, а всего того, что за пределами шоу-бизнеса. Я я думаю, думаю, что что это у несмотря на Димаша только многочисленные еще интервью, начало которые его можно найти в серьезного интернете, жизненного каждый пути, по которому зритель и слушатель он сейчас пойдет по-новому открывает для себя все Димаша. выше и Ну а мы выше. хотим открыть вас в Армении. Какое-то сходство Желаю ему между успехов казахским во и всем. армянским народами. А что вы имели в виду? Ну, во-первых, я люблю Армению за культуру. Ну, такие инструменты, как тар, саз, канон, дудук. Как приятно, что вы их знаете. Я обожаю эти инструменты, и в свою очередь я хочу отметить то, что являюсь большим, вот прям большим поклонником вашего невероятно звучащего инструмента дудука. У меня на многих песнях в аранжировке имеется дудук, и еще хочу похвастаться тем, что у меня в одной аранжировке на песню «Знай» есть дудук, момент дудука, где сыграл сам Живан Каспарян. Человек просто легенда, величайшая. Вам довелось с ним успеть поработать? К сожалению, нет, но получается так, что... Он просто сыграл свою партию, да, я так понимаю? Да. И я вот буквально вчера только говорил, что я очень редко смотрю фильмы, очень редко. Точно так же... Из-за нехватки времени или просто не Нет, не хочется. представляет интерес? Не представляет интерес. Потому что я люблю смотреть фильмы, которые выворачивают душу наизнанку. Ну, то есть любите? Вопрос Люблю, в жанре. Да, люблю, но не могу найти тот самый фильм, который остался бы в памяти навсегда, на всю жизнь. До сих пор не смотрели такого фильма? Есть парочку фильмов. А можете Есть назвать? парочку фильмов. Фильмы Джеймса Кэмерона, фильмы Стивена Спилберга. Ну, ему уже, наверное, надо самому недавно, кино буквально снимать. год назад, я думаю, время я придет, он придет посмотрел армянский фильм «Землетрясение». Про историю, про трагическую историю, которую вам пришлось пережить. Но это Тяжелый шедевр. фильм. Шедевр просто. Я помню, моя родная сестренка рядом была тогда. Она 15 раз уже плакала на протяжении всего фильма. Просто слов нету описать эту боль. Это трагедия. Да. То есть все то, что заставляет мыслить, пересматривать какие-то жизненные подходы, Димаш все-таки вы талантливый любите. человек, и я Да. думаю, он будет А себя последняя развивать в какая книга была, которую вы кинематографическом плане, прочитали? так как у него Последняя способности очень книга, огромные в этом направлении, я в я основном считаю. люблю поэзии. Наверное, Всевышний для многих Господь секрет, рядом. но я большой фанат поэтов Серебряного века. Я люблю Гумилева, Маяковского. Ну, конечно же, казахских поэтов тоже. Например,
У нас есть замечательный поэт Мухагали Махатаев. Это тот человек, который писал о любви так, как не напишет никто другой. Абая Хунамбаева советую всем. Можете прочитать. Очень Переводим. тяжелый, да, очень. У нас есть произведение Абай Жола. Можете почитать эту книгу, но очень сложная она. Все, кто знаком с вашим творчеством, естественно, знают об уникальности вашего голоса, о вашем диапазоне. Понятно, что это в некоторой степени, естественно, Божий дар. Но и благодаря ежедневному труду вы совершенствуете то, что вам дал Всевышний. И, как говорят, нет предела совершенству. Да. И в то же время, когда, это мое личное мнение, и я думаю, его очень многие со мной разделят, когда вас слушаешь, понимаешь, что сейчас уже убеждаешься в том, что этот человек не только виртуозно владеет своим голосом, но и этот голос наполнен, в первую очередь, интеллектом. Вы работаете над собой, вы читаете, и понятно, что это делаете не специально, это требует ваша душа. Возвращаясь к музыкальному творчеству, можно ли петь о любви, не испытав это чувство? Можно ли петь о боли и печали, пребывая в очень хорошем настроении? И еще есть такой момент, что часто зрители ассоциируют, вот спели о счастливой любви, и они сразу думают, что все, значит, что-то такое намечается. Либо любовь, либо свадьба. Ну, в общем, в личной жизни все хорошо. Спели они разделенной любви, сразу ассоциируют это с личной какой-то трагедией. Вот как вы к этому относитесь? Насколько это совпадает в вашей жизни? Мне кажется, все зависит от профессионализма артиста самого. Например, если я, например, спою армянскую песню, то это будет все равно больше выполнено технически, и, конечно же, я буду вкладывать свою душу, но как настоящий армянин я все равно не смогу ее прочувствовать. Ну, здесь то же самое, думаю. В любом случае, для того, чтобы спеть песню о любви, надо испытать это чувство, надо понимать, о чем ты поешь. Не обязательно просто так показывать актерски. Все равно надо понимать, о чем ты поешь. Сегодня сложно представить деятельность современного артиста без интернета. Ну, это просто немыслимо. Поэтому я хочу задать такой вопрос, что вот поисковая система интернета выдает очень интересные запросы именно про вас. Димаш — жена, Димаш — дети, Димаш — пластическая операция. Вот как вы ко всему этому относитесь? Естественно, на все эти темы есть какие-то посты, информация, комментарии, положительные, негативные, правдивые, неправдивые. Как вы со всем этим живете? Как вы к этому относитесь? И что из них правда, что из них нет? Я не знаю. Вот всем хочется узнать о вашей личной жизни, правда? Ну, я, во-первых, не читаю вообще. Я в интернете очень редко сижу. Я захожу в интернет для того, чтобы там узнать, что творится у нас в стране. Там. О себе ничего не читаете? Нет. Не смотрите, сколько просмотров? Смотрю. Или вам просто об этом смотрю, но рассказывают? В подробности прям, поверхностно так смотрю. Ваши социальные странички, за ними стоите вы или люди, которые вот возглавляют фан-клубы и ваши фанаты? Нет, я и моя команда. Да. А про то, что пишут, что я якобы имею там несколько жен или еще что-то. Ну, я свободный человек. Холостой. 29 лет уже. Так что... Ваше сердце свободно. Да. Но о личной жизни... Вы прилагаете какие-то специальные усилия, чтобы ваша личная жизнь не сплеталась с публичной? Или вот как получится? Нет, не как получится, а личный... Я
сторонник того, чтобы личная жизнь оставалась Личный. личной, да. Потому что я не хочу в будущем там показывать свою жену. Ну, А вдруг она окажется публичным человеком? Ну, скажем, коллегой по сцене. если она изначально будет публичным человеком, то тогда это другой вопрос. Но я не хочу просто так показывать свою жену, потому что мне захотелось ее показать там. Я не хочу, чтобы... Пропиариться. Да, я не хочу, чтобы мою жену обсуждали. Я не хочу в будущем своих детей показывать. Зачем? Ну, есть мое творчество, есть я, есть мои концерты, вот. Конечно, Больше не что-то надо оставлять себе. Все равно потому что-то что должно иначе оставаться потеряешь баланс. личное. Поскольку мы заговорили о семье, пусть даже о будущей, о семейных традициях. Да, вот, кстати, вы не ответили на вопрос, а что общего вы заметили между нашими народами? Например, у нас, у казахов, есть такое слово «жан». Например, когда я зову своих братьев, там, друзей, я их зову по имени и добавляю иногда там «жан». Это как наша да, Джан. да, у меня есть родной братишка Мансур. Иногда там в ласкательной форме такой. Мансуржан, Бергель, типа. И Жан означает в переводе душа. Точно так же, как у вас. Молодец, Это вы здесь Димаш. обнаружили, или Хорошее вы знали, интервью. что Я знал, Армен я знал. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Поставьте лайк, поддержите меня, подпишитесь на мой канал. Задавайте свои вопросы, какие бы вы хотели увидеть от меня реакции, на какие клипы, какие произведения Димаша Кудайбергена.